руки тоже замерзают. Очень важно, чтобы они были разогреты, очень важно, чтобы ты раскликался. Кастомку играют только в том случае, если проспал, про что-то еще другое, метеорит упал, не знаю. Я считаю, что в доте супер важно раскликаться, потому что дота супер игра мелочей. А это мы записываем сейчас? Да. Так это можно было не говорить. Нормально, есть. Нормально. Как ты разминаешь? Ты такой? Распорядок дня, всему голова. Если сегодня предстоит официальный матч, то очень важно, чтобы уже к моменту старта этого матча я встал за пару часов, покушал плотно, позавтракал и размялся. Разумеется, как и все остальные, ты 1-2 игры играешь. Если какого-то хера ты проспал или что-то угодно, то можно просто зайти в демо-хир, прокликаться на любом герое или сыграть в кастомку, например, Overthrow. Ну, идеально это определить героев, которых вы тренировали на КВ, которые, скорее всего, будете брать в официалке, и сыграть 2-3 игры до официалки на них. И оставить себе время какое-то на разгрузочку, полчасика до самой официалки. А играешь ты именно матчмейкинг, да? Да, матчмейкинг. А кастомки? Кастомки — это только если у тебя очень ранняя игра, либо ты на каком-то турнире ранняя игра, и тебе нужно прям, у тебя нет времени сыграть полноценный паблик, ты можешь не опоздать, не успеть. Я могу зайти в Overthrow, либо просто в кастомное лобби покидать там скиллы, покликать и так далее. Когда ищешь игру, ты заходишь в демо и там раскликиваешься или нет? Нет, скорее буду раскликиваться уже в самой игре. В самой игре, да. Да, главное, чтобы я вот поиграл на героях тех, которых плюс-минус ожидаю, которых мы будем брать. Ну, если разминка нужна перед официальной игрой, я захожу, играю в паблик обычно. Сколько паблику? Одного достаточно. А кастомки что-нибудь? Кастомки, если времени на паблик нет, то захожу в кастомку. Называется тренинг-полигон. И могу показать, что я в ней делаю. Давай. Вот я, в принципе, кликаю варды, цель набить 108 стрик из них. Поначалу легко, но потом пойдет опасно. Ну, есть кастомка, типа Манта Додж, вот это все, но... Нет. Нет. Не используешь, да? Не зачастую нет. Могу пару раз зайти, но это не влияет. Вот стабильно, идеально сыграть 2 или 3 паблика. Как минимум 1. Если это новое рабочее место, я проверяю, все ли работает, подключены ли провода. Если есть возможность и времени достаточно много, желательно поиграть паблик. Если время относительно ограничено, такое происходит часто на лан-турнирах, где вас сажают условно за час, за полчаса до игры, то мне в свое время, когда я играл на кор-позиции, на миде, очень сильно помогали 1-на-1 матчапы с моими, так сказать, напарниками по вот этим матчапам. Я заранее договаривался, мы заходили, и это крайне-крайне помогало, потому что все же на миде, первое, что в игре происходит, встречаются крипы, и достаточно важна точность, достаточно важно, чтобы ты по всему попадал, чтобы вот реагры все работали, а погодные условия разные. Иногда бывает до павильона, где мы играли, шел зимой, руки тоже замерзают, очень важно, чтобы они были разогреты, очень важно, чтобы ты раскликался. Сейчас, к удивлению для себя, когда играю на позиции суппорта, разумеется, 1-на-1 матчапы мне уже совсем не нужны, и если время ограничено, я раньше очень недооценивал эту кастомку Overthrow, где, в принципе, герои, как в доте, все то же самое, скиллы все так же, просто кидаешь клавиши. Довольно-таки удобно для суппортов, потому что все же суппорты, они... Тебе важно попасть клавишами, важно попасть кнопками. Кнопки — это все, что у тебя есть. У тебя нету итемов, как правило, много. Вот тебе важно попасть. Если ты не попал, второго шанса не будет. Это там не кор, не попался, еще раз обязательно попаду. То есть Overthrow, прикольная кастомка. Знаю довольно-таки много, кто увлекается разными манта-доджами. Полигон, да, тут полигон. Вот довольно прикольно, если вы хотите раскликаться, там что-то мантами поддожить, какие-то там скиллы поддожить, там магнусы будут, РП отменять. Все это прикольно, но в целом, если именно работать не на сегодняшний день, да, не вот сейчас делать, разыгрываться, то времени много, то, паблик лучше всего.
это все же и задел на будущее. Ты становишься лучше игроком на следующий день, если уделяешь достаточно время пабликам и саморазвитием. Но разогреться другого пути, скорее всего, нету, чтобы вот прям прочувствовать, что ты типа разогрелся. На мой взгляд, очень важно иногда освежить свой разум, вспомнить, что вообще происходит. Чтобы ты пришел такой, так, да, я сегодня молодец, я сегодня готов ко всему и так далее. Еще возможно, не уверен, но вот опять, если руки холодные, это там, в моем представлении, это прям один из самых главных врагов. Если у тебя прям руки физически мерзнут, возможно, как-то совсем, если времени мало, как-то размять, может быть, что-то типа подействовать. Ну, даже в интернете, на самом деле, полазить, немного там мышкой поразмяться, что-то там по клавиатуре нажимать, может вам дать немного преимущества над человеком, над игроком, который этим всем пренебрег и прям проснулся и тут же сел, предположим. Сначала просыпаюсь, захожу в кастомку, я считаю, что в доте супер важно раскликаться, и первым делом я вот кликаю. Время пошло. Раскликиваюсь, потому что дота игра супер мелочей, должен очень умело кликать, чтобы не промазывать в важных моментах. Потом я захожу добивать крипов, лast-hit тренинг. Выбираю любого героя, на котором я примерно играю, там Темпларка, Shadow Fiend, и начинаю, беру закуп, который я беру на миде, начинаю добивать крипов. Тут можно переагривать, тут можно денаить умело на реагре. И тоже так разминаюсь. Потом после всех разминок я начинаю играть в паблики. Сколько пабликов играешь? На самом деле зависит от настроения. В основном играю, стараюсь где-то 10 пабликов. Ну, точнее, не 10, а если с КВ мы играем, то в основном я играю, получается, 6 пабликов, чтобы было в общем 10 игр, если 4 КВ у нас. А перед официалкой, вот для разминки сколько ты играешь? 1-2 паблика. 1-2 паблика. То есть сначала разминка в кастомке, а Да. потом 2 паблика. Да. Как долго играешь в кастомке и сколько пабликов играешь перед игрой? Перед игрой 1, максимум 2. Кастомку играют только в том случае, если проспал, про что-то еще другое, метеорит упал, не знаю. Если времени не хватило. Да? А было такое, что ты играл официалки без разминки? Из-за расписания выходило так, что вот вообще ничего не успевал, вот уже надо играть, и там ты такой уже с холодными ручками, вообще буквально там встал 10 минут назад и такой, там можно, есть простор, где напортачить. Именно даже больше не в микро, а в решениях головы. Когда ты без разминки, ты там можешь очень много моментов пропустить. Ты там не добил крипа, и вот у тебя уже тайминг сбивается шмоток. Или ты там промазал где-то кнопкой и умер. Это очень много решает. Поэтому супер важно разминаться перед играми, чтобы не было таких критических ошибок. Да, бывало такое, когда по какой-то причине, возможно, были ранние официалки, я не мог проснуться вовремя. Решил пожертвовать разминкой, там, допустим, обменял его на час дополнительного. И поэтому вот, когда не могу сыграть паблик, обязательно захожу в эту кастомку, играю ее хотя бы. И насколько видна разница, когда ты раскликан и не раскликан? На самом деле, очень важно быть в правильном режиме и просыпаться, допустим, до игры, хотя бы часа за 4, чтобы приходить в нее в тонусе. И то есть, соответственно, и раскликовочка сама придет натуральным образом. А перед КВ раскликиваешься? Перед КВ нет, КВшки... желательно играю паблик, да, но это не обязательно, так как КВшки обычно тренировочный процесс, там можно и чуть не раскликанным прийти. А на тебя влияет вообще проигрыш в паблике? Проигрыш Можешь повлиять в паблике? на твое... Вот ты играешь перед официалкой, этот один паблик, и ты его проиграл. Думаю, нет, потому что я этот паблик воспринимаю не как... я захожу в него не с целью выиграть ТММ, а с целью, чтобы раскликаться. Соответственно, нужно расставить приоритеты, прежде чем заходить в игру. Если ты хочешь выиграть, да, ты расстроишься и можешь летануть, но нужно не с таким подходом заходить в этот паблик разогревочный. Если я проиграл, ничего страшного. Я просто зашел покликать механически больше, чем победить. То есть мне нужно настроиться на официалку и не обращать внимания на то, как я сыграл паблик. Насколько влияет разминка? Но есть игроки с плохим режимом, да, у меня такое бывает, тоже плохой режим, но это очень сильно влияет. То есть у тебя начинается стадия лайнинга,
и ты там не добил пару крипов, и, не задинайл, тебя могут и убить. Ну, то есть, если ты не разогрелся в паблике, вся твоя стадия лайнинга может быть твоим разогревом. А стадия лайнинга очень важна, поэтому ты к ней уже должен прийти размятым, уже готовым обдинать врага, переигрывать, начиная уже с первой минуты. Для меня важнее размять голову, потому что в целом мисплей с кликов их гораздо меньше, чем мисплей с тем, что ты что-то забыл, что-то проспал, что угодно. В целом, если не размяться перед игрой, может и ничего страшного не произойти, но шанс того, что ты где-то напортачишь, гораздо больше. Так что лучше всегда размяться, подготовиться. Важность разминки, ну, это прям относительно важно. Там просто все сильно зависит от того, какого типа игрок, насколько вам, что вам хватает. Это все сугубо индивидуально. Кому-то там 1 на 1 матчап вообще никак не работает, кому-то важно проиграть или поиграть первую игру, сыграть ее плохо, и он там про себя думает: о, это моя первая игра, я обычно первую игру играю плохо. Это все сугубо индивидуально, вы должны сами понимать, если вам вообще не нужна разминка, вы чувствуете, что вы садитесь, и неважно в каком состоянии вы выдаете свой максимум, вообще не думайте ни о чем. Перед официалкой для разминки сколько ты играешь? Во-первых, когда? Но это официалка, если она вечером, и времени достаточно много, и ты чувствуешь, что ты уже подготовлен сейчас, типа на позиции суппорта у меня есть еще определенные задачи, да, там, и какая-то аналитическая должна быть подготовка по драфтам, но если ее все игнорировать и чисто на себя, то лично просто по собственным ощущениям. Могу сыграть 1, могу сыграть много. Все зависит от того, как я себя чувствую, что мне нужно. Но в целом не старался бы злоупотреблять количеством пабликов. И даже если у вас весьма... это такой, наверное, по моим личным наблюдениям, когда у меня режим набирания формы, я играю очень много там игр в день, все равно перед важными матчами я стараюсь за день до этого немного снизить обороты, сыграть меньше, немного, так сказать, разгрузить себя, разгрузить свою голову, и уже официальная игра, она уже как бы идет как по маслу. То есть то, что вот эту форму, что вы набрали до этого, она вам будет уже идти в помощь, а не эта официалка не станет частью вашего гринда, который вы прям просто набираете форму. Так что, всего должно быть в меру. Не думаю, что очень хорошая идея прям жестко нагружать себя многим количеством пабликов перед действительно важными матчами. Если, конечно, вы не считаете, что этот матч не особо важен, тогда, делайте как хотите. То есть это как в реальном спорте такой микроцикл периодизации, то есть волновой нагрузки, где ты там повышаешь, понижаешь, и буквально двигаешься. Что-то похожее. Не могу сказать, что я очень хорошо изучил этот как-то вопрос или какие-то аналогии со спортом проводил. Это просто на своем личном опыте. И вполне верю, что я никакой там не уникальный. И уже все до меня было придумано. И вот я такой сам до этого как-то дошел методом там проб и ошибок. То есть было, безусловно, матчи, где я отыграл плохо, хотя мне казалось, что я в отличной форме. Но прям чувствовал, что что-то не удавалось. И вот дошел в итоге до того, что, походу, помешало мне то, что я там весь день играл и сыграл матч. Был уже достаточно, не сказать, что уставший, но в целом не было ничего необычного в этом матче. А все же официальный матч, он должен для вас быть особенным. Это не должен быть обычный паблик, не должна быть какая-то рутина. Это должно быть что-то уникальное для вас. Что-то, что вы должны немного впустить волнение в себя. Не дать захватить. Уровень прешера, он должен быть какой-то вот такой. Не такой, то, что вы там в панике ничего не можете, но и не вот где-то здесь, где вам все равно, паблик это или нет. Вам не должно быть все равно. Это важный матч. Но не настолько важный, что вы уже теряетесь и вы боитесь. Вы должны быть хладнокровны, но немного волноваться. И мне кажется, не перенасытить себя дотой для того, чтобы этого ощущения добиться. А ты использовал когда-нибудь? Смотри, вот есть макроцикл, который действует там в условиях там нескольких дней, недели, а есть... это микроцикл, а есть макроцикл, который используется там в течение месяца, 2-3, как-нибудь вот нагрузку смещал. Типа вот я сейчас перед буткемпом
я специально буду поменьше играть, чтобы заехать на буткемп и там начать, потому что на буткемпе у нас еще и официалки, там DPC, поэтому там я буду, наоборот, больше играть. Использовал бы что-нибудь такое когда-нибудь? Да, думаю, это довольно-таки распространено у игроков, которые довольно-таки давно на профессиональной сцене, и этих сезонов довольно много, и я думаю, многие тир-1 игроки тоже позволяют себе немного дать времени отдохнуть в период межсезонья, перед выходом там большого патча, перед какими-то крупными буткемпами. В моей карьере точно был период довольно-таки длительный, где я вообще не отдыхал, и это дало определенные плоды, безусловно, вот на этой дистанции, где я совсем не отдыхал, но очень было сложно, когда я по итогам выдохся, вернуться в колею. Оно чуть ли столько же времени мне не потребовалось, чтобы вернуться более-менее в приемлемую для себя майндсет хотя бы. Я даже не говорю об игровой форме. Так что, действительно, во всем нужно искать баланс, и это довольно верно. Немного отступиться, если чувствуете усталость, немного отдохнуть, рассчитать правильное время. Опять это сугубо индивидуально, но если вы считаете, что вы в течение месяца вполне способны набрать необходимую для вас форму, вы можете, если нету каких-то турниров, да, какой-то вот совсем офф-сизон происходит, то есть отдохнуть нормально. И я это время от времени практикую. Например, не отобрались мы на мажор идет, я себя посвящаю теоретической большей частью, просмотр. Сначала как фанат, смотреть игры, потом уже скачивать реплеи, уже как профессионал анализировать. При этом не обременял себя какими-то пабликами, набирал, так сказать, силы к патчу. Но если вы чувствуете, что вам все по плечу, вы готовы здесь сейчас работать, работайте, пока ощущаете. Просто нужно понимать, что у всех есть какие-то лимиты. И мне кажется, это круто познать свои лимиты. И работать на износ. Может быть, вы никогда не выдохнетесь. То есть не надо очень много примеров, и я не знал, что такое выдохнулся. Да, мне говорили, отдохни, еще что-то. Я не понимал, зачем это. Но потом на себе прочувствовал, но ни о чем не жалею. Никогда не знаешь, что произойдет, кто ты такой. Это круто себя познать.